Привет, мои дорогие! Как ваши дела? My name is Natalie. Here's my next story on Natalie Practical Russian. In this video, I'm going to tell you how badly I'm organized. Is this true? I don't know. I have a few options for today and I want to share them with you. And in this video, we are planning to practice particle li. If you don't know this particle, keep watching this video. And I also suggest you to download my free material. That's a survival kit that's completely for free. You can learn the most useful Russian phrases from this material, okay? The link is in the comment section. And now let's move on to the topic. Сейчас утро, и я думаю, как организовать свой день, что мне надо сделать сегодня. Сейчас 10 часов утра, я встала в 8, обычно я сплю 8 часов и чувствую себя хорошо. Сегодня обычный день, но у меня есть дела. Что мне надо сделать? Моя подруга пригласила меня на концерт сегодня вечером. И я не знаю, хочу ли я на концерт, хочу или не хочу. Пойду ли я на концерт с подругой, пойду или не пойду. Я не знаю. Еще билет стоит денег. Да? Хочу ли я тратить деньги на концерт, хочу ли я покупать билет, тоже не знаю. Я буду думать об этом. И вчера моя сестра звонила мне, она приглашала меня в гости, да, сегодня вечером тоже. И я не знаю, хочу ли я поехать к сестре в гости. Да, я не видела ее 1 месяц. Хочу я поехать или не хочу? Конечно, я хочу увидеть ее, но я не знаю, будет ли у меня время сегодня, потому что у меня тоже есть важные дела. Вчера мне писал мой агент, и может быть сегодня мне надо ехать с документами. Но я не знаю точно, надо ли мне ехать с документами. Надо или не надо, я не знаю. Может быть, я могу спросить у агента. Да-да, так лучше, потому что я не знаю, позвонит ли он мне сегодня, напишет ли он мне сегодня, напишет или не напишет, позвонит или не позвонит он. Я не знаю, и поэтому я жду. Я не люблю такую ситуацию, лучше я позвоню ему. Да-да, так будет лучше. Что еще? Еще мне надо купить кое-что в App Store. Мне надо купить кабель в App Store. Это срочно. Я не знаю, могу ли я сделать это сегодня. Могу ли я купить кабель сегодня? Где есть магазины Apple? Я знаю, есть магазины в центре. Буду ли я в центре сегодня? Если я поеду к сестре, нет, я не буду в центре. Если я поеду на концерт, да, я буду в центре. И я могу купить этот кабель в магазине в центре. Это хорошо, потому что мне очень надо купить этот кабель. Еще у меня 1 урок вечером, и мне надо подготовить материалы. Может быть, лучше подготовить сейчас? Подготовить ли это сейчас? Да, лучше сделать это сейчас. Да, потому что вечером, может быть, у меня не будет времени. Хорошая идея. Еще обычно я занимаюсь спортом. Да, я бегаю 1 раз в неделю, но на этой неделе я не бегала. Побегать ли сейчас? Побегать или не побегать? Тоже не знаю. Сейчас утро и непонятная погода. Будет ли погода лучше? Может быть, не будет. Да. Может быть, побегать позже? Побегать сейчас или вечером? Я знаю себя. Если я не пойду бегать сейчас, я не буду бегать уже вечером. Да, побегать ли сейчас? Может быть. В
Вообще я уже хочу есть, я голодная. Я завтракала, но я снова хочу есть. Поесть ли? И что поесть? Я не знаю. Поесть или не поесть? Конечно, поесть. Да, вот такие мысли у меня в голове. Я думаю, как лучше сделать сегодня. Еще, конечно, мне надо работать. И иногда я работаю много, и потом я чувствую себя не очень хорошо. Я часто сомневаюсь, я часто думаю, как лучше, как организовать и сделать все. Конечно, я хочу сделать все быстро и идеально. Но это нормально, что мы думаем, что мы хотим ли мы это или не хотим. Ли значит или, когда мы не знаем точно, мы сомневаемся, и мы говорим ли, да или нет. Хочу ли я работать сегодня? Я хочу или я не хочу? Надо ли мне купить хлеб сегодня? Мне надо купить или мне не надо купить? Буду ли я? Можно ли? Мы ставим ли после глагола. И также мы ставим ли после слова, где мы сомневаемся, когда мы не уверены. Например, хорошая ли погода сегодня? Я не знаю, погода хорошая или плохая сегодня. Хорошая ли погода? Да или нет? Ее ли это телефон? Это ее телефон или не ее телефон? Дорого ли это? Это дорого или недорого? Я не знаю, дорого ли это. И также мы говорим, когда мы говорим вежливо. Например, знаете ли вы директора компании? Да? Вы знаете или вы не знаете? Знаете ли вы? Смотрели ли вы этот фильм? Вы смотрели или не смотрели? Смотрели ли вы? Читали ли вы эту книгу? Вы читали или не читали? Это вежливая форма. Есть две конструкции. Не так ли, не правда ли? Когда мы спрашиваем, да, вам понравился Санкт-Петербург, не так ли? Вам понравился музей, не правда ли? Когда мы сомневаемся и спрашиваем, но думаем, что да. И еще есть вариант «что ли?». Это более разговорный, когда мы говорим с друзьями. Ты не смотрел этот фильм, что ли? Я удивляюсь, что друг не смотрел. Да, есть конструкции. Не правда ли, не так ли, это вежливое. И с друзьями мы говорим что ли. И сегодня у меня два вопроса. Вопрос номер 1. В чем вы не уверены? Хотите ли вы это или нет? В чем вы не уверены? Хотите ли вы это или нет? Вопрос номер 2. В чем вы не уверены? Будете ли вы это делать сегодня или нет? В чем вы не уверены? Будете ли вы делать это сегодня или нет? Отличная работа! Thank you for watching this video to the end. I would really appreciate if you download my free material. You can learn more Russian phrases from this book. Scroll down, find the link with my free material, click on it, and I'll send to your email this book, okay? And you should remember, each step you take in Russian brings you closer to the fluency, and that's great. I wish you a good day, хорошего дня, увидимся, пока.